Первый вопрос, который мы всем задаем. Ты тут добровольно? Ну, мы тебя не заставляли, не били, ничего, чтобы ты сел с нами, пообщался, мы тебе предложили, ты согласился. Да. Дай стаканчик. Чтобы люди понимали, и видели, что там тебе не применяли там физическую силу или как там в российской армии рассказывают, пеной задували. Вам рассказывали такое? Ну, рассказывали, чтобы как плен попадешь, типа режет, убивает и, ну, такие вещи слышал бы. И что, веришь? Не, наоборот, я как, ну, плен попал от первый день, я уже видел ситуация какой, отношение с пленом какой, вообще хорошего, вообще здорово. А что, давай сначала расскажи, откуда ты? Я 02.06.95 год рождения, с родом с Таджикистана. Я первый раз приехал в Москву в 2018 году, 5 сентября. Я строил себе на работу, там фирма официальный монарх. И что ты делал? Ну, монолит. Мы строили дом, разные объекты. Я там работал около 4 года. Угу. Потом травму получил, упал от второй этаж. После этого уже работа поменял, склад работал, автомойка работал. Потом Яндекс доставка работал. Вот в последнее время, в 2021 году, как карантин еле-еле закончился, я женился, ну, уже ребенок родился с сыном, у меня один сын, еще его 2 годика нету, ну, ему был рожден это черепное давление в голову. Он нуждается был на лечении, у меня возможность не позволяет, ну, по деньгам помогать. Я решил наркотик заниматься бизнесом. Ну, я 4 дня продал наркотик, я попал в тюрьму. В 23 году, 6 октября, попал в тюрьму. Мне дали срок 8 лет. Ого. Я сидел в колонну 18 номером, город Магнитогорск, Челябинская область. Ты же понимаешь, что полиция в России специально находит таких, как ты, провоцирует их на преступления? Я не знаю, может быть, есть такой... Ну, я как совершил преступление, я попал, мне этот срок дали 8 лет. Год. А как тебя нашли, поймали? Не знаю, со мной следили. У меня второй человек сначала поймали, потом меня поймали. Ну, партнер, который со мной работал, ему сначала поймали, потом меня поймали. А что у тебя было, что тебе 8 дали? У меня 16 грамм героин был. О, нормально, ты курьер Яндекс. Ну, доставка будущего. Хранение было у меня. А? Когда у меня на улице поймали, ничего не было, у меня хранение дома был, наркотик. Меня судили в течение года судили. Я по лагерю, по централам сидел, год общий прошел. Как я в лагерь зашел, там Минобороны зашел, такое предложение было, чтобы... Это в каком году? В 24-м году. 24. Это ты 2 года отсидел? Не, год. В 23-м году я 6 октября попал. В 24-м году месяц августа был. Зашли это Миноборону, сказали, предложение есть, короче, можно контракт подписать, мы все очистим твою судимость, и все это, будешь год контракт воевать, потом свободно народ будет жить. У меня друг был, подписан был на этот контракт СВО. Он как ПВшник, там где-то в сторону либо Луганск, либо Донецкий направление, частный объект он охраняет, он мне совет дал. Пиши контракт, короче, я тебя к себе заберу, будешь с нами здесь год охраняем эту территорию, потом возвращаем вместе родину, ну, после года. Я подписал контракт, ну, к сожалению,
14 октября был, нас забрали от лагеря 12 часов ночи. Мы утром уже 15 числа октября на Челябинск были, город. Какой-то военкомат был, я не знаю это адрес. Нам дали это военный билет, жетон, банковская карта дали на рука. Потом нас на автобус, посадили 3 автобуса, около 100 человек. Нас возили около суток больше на автобусе. Ну, вас собирали, походу, да, по Да. всему этому По всей региону? этой региону, это Челябинск, Челябинская область, собрали 100 человек, это все, А были всех. Таджикистан или всех, кто хочешь, был? не все русские, не Да. русские, узбек, таджик, без разницы, все нация, общие 100 человек мы были. Нас собрали 3 автобуса, посадили около больше суток, наверное, или меньше суток, я не помню. Я ночью не спал был по дороге, когда нас от лагеря взяли. 300 чем-то километров Челябинской области, от Магнитогорска далеко был. Я не спал был, как утром мы получили в автобус, сели. Я спал, один раз встал, покурил, там, по дороге в туалет сходили. Дальше, следующий раз встал, уже мы на Ростов-на-Дону находимся. Нас встречали военные там люди, уже в КамАЗе, 5 КамАЗ. 5 КамАЗ военные нам встречали, по 20 человек разделили, по каждой КамАЗ по 20 человек. Нас возили, не знаю куда, около, по время прошел 7 часов. Примерно так, Мгм. по время Ну, прошел. это где-то вас до Луганска, чуть дальше, может, довезли. Может, возили, это Сычевка. Мгм. Мы там 2 дня были, 2 дня ночь ночевали, нас переоделись, кормили там. А учения были? Не, учений не было пока. М. Общий по времени, неделю Сычевка, так до Сычевки еще 2 дня, 3-й день ближе к обед. Мы начали, нас забрали, опять это 5 КамАЗ, 100 человек, еще около 7 или 8 часов. У нас ни связь, ничего не было. А это возили еще это 6-й танк. А что вам обещали? Там деньги? Там... Деньги по контракту у Тёлки, меня вещи. был, деньги был по контракту лям 200 и зарплата 260 тысяч каждый месяц. Зарплата не боевой задача. Это где-то 20 тысяч долларов, 23, наверное, где-то так. По доллару не знаю, по рублей. По заключению контракта лям 200 обещали. Каждый месяц, типа, зарплачная плата 260 тысяч рублей. Там у нас контракт, такой договор был. Я ни разу ни деньги не получил, ничего не А получил. сколько ты успел прослужить? Общий месяц. Месяц? Да, вот 14 октября, 15 октября, считай, нас забрали уже с Човка, а потом Мгм. полигон. Полигон, где прошел, что был, я не знаю, у нас связь, ничего не было. Мы группа вешники, тюремный, Мгм. короче, те, кто тюремный был, нас назвали типа группа вешники. Мы все учебку прошли. А что было? Вас учили реально там убивать, там, Special Force? Что было? Убивать не было, никаких убивать не было. Просто учили, как штурмовать окоп, как штурмовать здания, как стрелять. Ну, именно вы отрабатывали это или вам Да, просто да. на карте, на Мы, компьютере? мы работали. Да, ничего себе. Живой мы работали. сколько каждый долго? день. 2 недели. Еще плюс-минус вас. Да, 2 недели мы работали. Потом нас возили эти Авдеевский. Угу. Авдеевский где-то был, дома был, мирный жительный был. Меня Мгм. подвал 2 суток ночевали. Уже это был 12 числа ночью, вечером. Угу. Нас возили эти Селидово. Угу. 12 часов ночи нас возили с Селидово. Уже мы ночь ночевали, утром 13 числа. Уже приказ был, чтобы готовьтесь на боевой задачу, будете заходить. Лесопосадка. У нас в группе 8 человек был, 2 стрелок был. И на баге 2 стрелок, 2 водителя. Кроме этого еще 8 человек, обычная группа. Мы уже 13 числа утром нас баги возил, лесопосадка. Точку не знаю, какой был, точка первый, который нас баги уже Угу. встречал.
я в первый у меня был командир этой группы, который со мной был. Мустафа был башкиром. Мустафа Бар был еще А что вам сказали, что вы должны были сделать? лесопосадка забрать. М. Наша первая задача, который командира позвали, Мустафу позвали, с ним общались. Там ему дали задание, какую-то точку, идите, эти лесопосадка, ну, берите позицию в этом точке. Как, наверное, я думаю, это водитель ошибался. Нас в другой точку возил. По дороге уже комик нас встречал, комик уже возле баги один комик взорвался. Мы все от баги спустились, уже по лесопосадке взяли позицию. Второй комик баги взорвал. Уже у меня водитель Мустафа Бар уже был. Имеешь в виду дрон? Да, дрон. Комик дрон. Он уже взорвался, второй комик, у меня 3 человека уже был раненый. У меня командир группы, подчиненный командир группы, ну, заместитель ему и водитель. Общий 3 человека у меня был на втором дроме, был раненый. Я остался и Чиш остался на моем группе. Стрелок куда пропал, остальные куда пропали, я второй группу не знаю, куда они делись. На моем группе мы вдвоем жили, остались без ранений. А как, вы просто дальше были или убежали, или спрятались? Не, мы просто пока сидели на этом, чтобы эти дроны потише стали, чтобы дальше указания, что А вам говорили, что дроны летают? Ну, видно уже дрон сверху. Не, я имею в виду вас на учении. Вам рассказывали, что дроны есть, чтобы есть дрон, что с ними делать надо? Ну, спрятаться, чтобы тебе не видно было на его глаза. Да, попробуй. Ну, пробуй. Ну, спрятаться на его глаза. Потом я на рации выйду, скажу, что кто мне слышит, хотя бы мы где находимся. Телефон есть, который дали, карта была означена, чтобы на этой карте работать. Я включаю карту, не работает, ни связь, ничего не работает. Я на рацию выхожу, кто хотя бы нас слышит, чтобы дать ответ. На меня выходит Тайсон. Тоже это был 4-й рота, у нас штурмовая рота. Он тоже от этой роты был Тайсон. Ну, слышал его позывной, он не знаю, он со мной это учебку не прошел был, он отдельно прошел, я отдельно со своим взводом прошел был. Потом он отвечал, говорит, ты где находишься? Я говорю, я не знаю, я где нахожусь, у меня ничего не работает, у меня потеря есть, уже водитель. Как я уже вышел на связь, уже арта работал по нам. Ну, украинский арта и российский арта работал. Я водителя потерял. Водитель уже у меня 200 был. Ну, по времени, если считаешь, 10 минут бой прошел, как мы на лесопосадке зашли, уже водитель у меня 200 был. Вас, короче, на штурме разобрали за 10 минут 3 дрона. Да. Уже 2 ранения, один уже 200 был. Эти 2 ранения, одно тяжелый был, оба нога потери был. Он ходить никак не сможет был, Бар. А Мустафа легкий, более-менее раненый был, он ходить смогут был пока. А эвакуацию? А эвакуация ничего не было пока, только один связь работает, это Тайсон, все, Тайсон. Потом я начал откатывать. Я назад откатывал, короче, с пацаном. Чище говорю, давай назад откатываем, чтобы связь работала хотя бы. Я назад откатывал с Чищем, Мустафа тоже потихоньку с этим Бара тащил немножко назад. Связь работал. Мы находимся на точке 736. Я доложу обстановку Тайсону, скажу, Тайсон, мы находимся на этой точке 736, что нам делать здесь? Говорит, идите, короче, точку 731, союзник есть, встречайте союзников. Ну, он по рации мне так говорит. Я говорю, у меня потеря, у меня никого нету. Я сам один остался без ранений, и эти Чиш со мной остался без ранений. У меня 200 водитель, стрелок не знаю где, и эти
бар у меня уже оба нога потеряны, не могут ходить. Говорит им, оставь на перекрестке, вы вдвоем идите, ищите этого точку 731, союзники ищите. Мы вдвоем это Мустафу, Бару мы поставили на перекрестик, мы вдвоем откатывали эту точку 731. А что, баги были разбиты, не могли уехать они? Уже, ну, когда дрон попал на его, возле его взорвался, оба нога был осколка, он не мог уже ходить. Не, я имею в виду, а машины? Вот он, машина вообще, машина взорвался, машина не было уже, баги уже закончились. Короче, вас выкинули, где вы даже не понимаете где? Да. А вам сказали, что там вот тут перед вами противник или вот тут справа? Ничего, меня лично никто ничего не объяснил. Ну, а инструктаж был перед боем? Инструктаж командир был, командир нас ничего не сказал. Говорит, сейчас доедем туда, потом скажу, что, как, куда, кому чего. Ну, по дороге, я же говорю, либо водитель ошибался, либо что-то другое. Мы попали вообще на другую точку. Друзі, не перемикайте, маленька реклама. Хочу порекомендувати вам магазин «Прапорщик», який знаходиться в місті Києві по вулиці Січових Стрільців, 81. YouTube забороняє показувати, що там продається, але якщо вам потрібні іграшки будь-якого калібру, то вам до них. Також у них є чудова майстерня, де ви можете полагодити свої іграшки. Якісний асортимент, гарні ціни, завжди знижки для військових і все це в одному магазині. Тому звертайтеся до наших друзів, підтримуйте українське. Посилання на цей магазин у нас в телеграм-каналі. Дякую. Після этого я... А как ты понимаешь, что ты на другую попал, если вам не говорили, куда ехать? Ну, это уже, это чисто мои мнения, чтобы вот как мы туда попали, потому что вот смотри, я попал туда, уже потеря у меня был, у меня на рации сказали, откатывай уже другой точка, я уже понял, чтобы я не с своей точки, уже я откатываю назад от этой точки, где меня баги возил, я уже откатываю назад, считай, 6 точек я откатываю назад. Ну, от этой баги, где взорвался, если от этой точки считаешь, я 6 точек откатываю назад до союзника. Ну, я понимаю, как у вас идут точки. 1, 2, 3, 4, 5, вот 6. И вы, получается, были вот тут. Вы проехали, грубо говоря, 2 посадки лишних. Да. Скорее всего. Ну, где-то так. Если ты говоришь 700, какая там первая, а вы на 6-й были, чи какой? Ну, да, 6-й, 7-й. Мы на середине, 7-й, 6-й. Вот так были. Короче, нас взорвали, баги, все это было. Потом я нашел союзником. Я доложил обстановку Тайсону. Говорю, Тайсон, вот я нашел союзника, что мне делать? Что дальше, на указание есть. Говорит, ты иди, короче, точка 1361 с Чищем. Идите туда, берите оборону там. Просто берите оборону, доложи обстановку, что вы тут. Говорю, хорошо, я телефон включаю, смотрю, где находится этот адрес. Я начинаю выдвигаться туда с Чищем. Чищ мне говорит, я здесь тебя жду. Ты иди, обстановку смотри, что, как, чего. Потом на рацию выходи меня, я тоже, ну, выдвигаюсь к тебе. Первый день, короче, я пошел, никто не видел, ничего, все тишина, точка тишина. Я доложу обстановку, я в точке, ничего нету, все тишина. Ты как, ты один пошел на позицию, там, где никого не было, и там день просидел? Не, я не просидел. Я просто видел, никого нету, я доложил обстановку. Говорю, вот я в точке, я уже на точке, тут тишина, никого нет. А как ты знал, там есть кто-то или нет? Ну, я смотрел, я первый день, когда это 1361 пошел, я смотрел, никого не было там. Я не видел никого. Я чище выходил, говорю, приезжай ко мне, там я в этом точке, тут никого нету. Чиж приезжает ко мне, мы вдвоем тут посидели до вечера, до 5 вечера. Ну, время часов вечера мы сидели. Никого нету вечером, короче, нас еще выходит, давай закопайте, спите там, держите оборону. Мы видели, у нас против дромов и ничего нету, чтобы ночной, чтобы спать там. Мы откатывали 2 точки назад, там блиндажи был, на блиндаже мы спали. Те, кто союзники был, Бармалей был, союзник, который я его встречал. Мы ночью на блиндаже лежали, спали до утра. Мы вдвоем с Чищем.
Утром А там спальники. ничего у нас не было. А ну, ты ж не сильно тепло я оделся. как был, я как есть сейчас. Я как есть, вот я так был, просто броня и РДшки. У меня оружие с собой было, все. Потом, И что, не холодно было спать? ну, холодно было, внутрь блиндажи были. Ага. Ну, не так прямо холодно было внутрь блиндажи. Потом, после этого, утром выхожу на связь, там Тайсон отвечает, говорит, там у меня позывной Абдулла, говорит, Абдулла, Бармалей нету связь, иди откатывай, ищи Бармалею, почему он не выходит на связь. Я откатываю назад еще 2 точка, где Бармалей союзники был. Я откатываю еще 2 точки назад, Бармалей ищу, Бармалей нету. На место его, я его напарника нашел. Друня, позывной есть, его там помощник, который с ним был. Я его найду, говорю, где твой старший там группа. Говорит, ночью был здесь, мы встречали, короче, украинцам, 4 украинцам, они с машины приехали, мы с ними, короче, что-то, ну, стреляли немножко, потом разбег, я больше его не видел. Я его место ищу, рация найду, и его РДшка найду, все, у Бармалеева. Я доложу обстановку, чтобы я нашел у Бармалеева рация и РДшки, больше ничего, короче, ни оружия, ни сам Бармалей нету, короче. Нигде. Что у вас там за хаос, блядь, творится? Я не знаю, что там был. Я просто доложил обстановку так, как и есть. Меня говорит, бери эту Друневу и идите эту точку. Опять это 1361, идите, берите там оборону. Скоро, короче, к вам приходит это украинцы, короче, встречайте там. Говорю, хорошо. Мы начали выдвигаться, это точка, которая 1361. Чище Друня говорят, мы здесь будем, короче, ты иди посмотри, что, как, чего, доложи обстановку, мы выдвигаемся вперед. Друня оставил на свою точку, и Чиш, который вчера, где меня ждал, он там остался. Ну, по расстоянию, если считаем, 200 метров. Я понимаю, посадка 200 метров. Да, мы далеко, короче. Просто я не пойму, как у вас там, ну, это зона боевых действий, ну, передок или что это? Вы как не знаете, где противник. Ты знал, где противник? Я вообще не знаю, где противник. Ну, вы, получается, не знали, где противник, где толком ваши, где какие позиции, что там есть. Вы просто вот так вот, как эти туда-сюда летаете по посадкам там ходите, Да. как вам говорят кто-то непонятно кто по рации. Да. Прикольно. Ну, я же говорю, я как старшую группу потерял, я уже сам по себе не мог ничего Ну, ты же решить. понимаешь, как по идее должно было быть, что у вас едет, ну, даже представим, ну, как бы по-нормальному должно было быть. Вы едете даже на штурм, да, вы там, там погибает или у вас там убывает командир ваш, кто вас должны были вывести, да, ну, по идее, Да. организоваться вам заново и заново как-то отправить. Да. Но вместо этого, я так понимаю, просто на вас забили. И просто вам там говорили, что вы создавали видимость, что вы Ну, там если честно, по нас, короче, чисто мясорубка, короче. Нас чисто мясо отправили передок. Про нас забыли. Мы где, находимся. Это я как понял, я открыто поэтому говорю, где раненый Мустафа лежит был на перекрестке, и бар лежит был, и труп, который водитель лежит был. Это перекрестие, который мы их поставили. Ночью, короче, я так ощущение чувствовал, ну, вечером, уже 5 часов вечером, как я откатывал до 6 вечером назад до блиндажей. Уже наша арта, ну, российские арта, украинские арта по этой точке работал. Где именно они ранены были. Потому что мы доложили были обстановку. Вы же вызывали эвакуацию там. Эвакуация, откат, ничего нету приказа. Кто, где, что ранение есть, пусть он остается там. Откат, эвакуация, ничего нету. Ну, типа, если погиб или ранен, то пофиг уже. Да, это уже им. Ну, это нормально, российская армия, тут типа... Потом
вот второй день утром был, который я Бармалею искал, туда-сюда, мы ходил, около, ближе обед стал. Я это течение, это вот целый день, второй день начал, я ни одного не стрелял, ни одного не встречал. А что вы пили, ели? Ну, у меня с собой, вот те, кто пацаны наши взводники, которые были деньги, они карту попал, были деньги, помогали, короче, шоколад покупали, вот одежду мне подарили. Ну, одежда, которую мне дали, он был летний, зимний, тоже был зимний, неудобно был. Лично для меня с зимним неудобно был ходить. Я не оделся был, я вот это мне подарил, с этим мне удобно было, я с этим ходил на лесопосадке. Мы попили просто вода, обычная питьевая вода, и покушали шоколад. А сколько у вас патронов было этих на что? Патрон у меня 460 штук. О, так это нормально, полцинка. Ну, это у тебя сколько магазинов было? 7 магазинов. 7 магазинов тебя ждали? Да. Вот, то еще нормально. У меня общий 6 магазин на броня был, 7-й магазин на автомат был, еще на РДшке был. Да вас еще нормально так зарядили по амуниции. Обычно вас, походу, просто еще плюс-минус что-то вас верили. Ты же там пообщался со своими односельчанами, грубо говоря, с армией, как других кидают? Ну, другие, я как-то понял, там есть сочники, штрафники, которые есть. Их вообще, с ними отношения вообще другие, хуже, чем наши отношения. Да. А ты, кстати, ты ж, грубо говоря, не русский, не россиянин, да, ну, не русский. Вот я, кстати, забыл про это сказать, когда я подписал на зону контракт, нас, короче, в первую очередь сказали, без гражданства мы не берем, вот мы делаем вас сначала гражданство и военный билет, потом вас заберем. Нас по время, короче, 27 августа мы подписали контракт, либо 27 был, либо 29, 29 августа мы подписали контракт, нас сделали гражданство, двойное гражданство. Вот за один день? Не за один день. Ну, имеется в виду общий быстро. По время, да, общий по время, вот от 29 августа, считай, до 14 октября, нас в течение этого времени делали гражданство двойное и военный билет делали. Короче, вот по всякому этого потом нас забирали. Ну, и ты, получается, получил легко гражданство после того, как продал наркотики и попал в тюрьму, да? По-другому российское гражданство получить тяжелее. Ну, сейчас зачем врать? Обычно легко. Вот, да, легко. Ты мигрант, если ты нарушаешь там какой-то, ну, обычный закон, нарушаешь Российскую Федерацию, тебе приложение стоит. Вот либо депортация по жизни родину, либо вот контракт, иди воевай. Ну, это ж всем все зэкам российским. Да, не только зэкам, обычно уже на воле тоже так стоит. Ну да. На воле те, кто есть, ну, как это первый минус, что есть, первый минус о том есть, чтобы те, кто русский язык вообще плохо знает, вообще читать, писать не умеет, именно для этих... А ты с женой советовался, что не идти воевать, не идти? Единственный, который от моей семьи знает, чтобы я подписал контракт, я, ну, ради свою свободу. Я ради ни деньги, ни что, ничего не подписал. Ну, это понятно, что мотивация. Это же они вас подкупают. Я чисто я подписал контракт ради свою свободу, чтобы у меня семья есть, молодая семья. Ну, я в 21 году женился, 15 сентября. У меня первый начале жизни ребенок не был, ну, ближе года. Ближе года у меня ребенок не был. Потом после этого, в 23 году, 17 февраля, у меня сын родился. Я же говорил, у него черепное уже давление. Ну, я понимаю, что... Да. По лечению туда-сюда, ну, деньги, проблем был. Так тебе в армии говорили, ну, тебе говорили, кем ты будешь, там, штурмовиком, водителем? Никто такой предложений нету там. Вот именно я на 6-й танк был,
такое предложение нету, чтобы вот ты, короче, ты умеешь, например, водитель, ты водитель станешь, ты, например, умеешь РПГ. Ну ты мог отказаться, сказать, я не хочу быть штурмовиком, я хочу там, не знаю. Нету такого. А какие у тебя вообще были варианты? Вариант вообще нету, короче. Как ты уже попал, подписал контракт. Тем более я эмигрант, я тюремщик был. Ну, считай, я тюремщик от зоны уже попал на СВО. Назад умираешь. Вперед тоже умираешь. А вам рассказывали за это обнуление, вот это все? Да. И что вам говорили? Просто перед боевой задачей нам сказали, если в плен попадешь, ну, голову режут, яйца режут, хую отрежут, ну, убивает всякие этого. Я слышал был. Ну, все равно, вот я же говорю, 14 числа, как уже я в этом точке, я сам один пошел, второй день, который я на перекид был. Уже там считается 2 точка, 1361, 1244. Вот на один лесопосадка, вот такой лесопосадки есть. Я понимаю, да, не напополам. Да. Короче, прямо назад лесопосадки есть, справа есть, слева нету лесопосадка. На эти перекрест 2 точки есть, и после дорога машина, следующая точка еще есть. Я эту точку не был, у меня задача, я не помню. У меня в телефоне даже не нарисовано был там, что видал, что как. Вот я второй день уже ближе обед был. Либо время 11 часов было, либо 12 часов. Я точно не помню по времени. Уже я это чуть-чуть спуск есть на середину лесопосадки. Я спустился, уже начали по меня стрелять. Ну, по меня начали стрелять. 3 пуля подряд стреляли. Один пуля попал в печень, и там левый у меня в броне. Второй попал на груди, третий попал на рукав. Я автомат бросил. Это кто-то так хорошо стрельнул? Ну, не знаю, кто-то так стрелял. Я сразу бросил себе Это типа тебя кто-то стрельнул, первые 3 пули сразу в тебя попали или что? Да, сразу на меня попал. Оба 3 пули, короче. Я сразу лежал, руку там, голову положил. Туда-сюда смотрю, никого нету. Ну, минут где-то 3-4-5 потолок прошел. Вокруг меня уже пришел, говорит, все, вставай, оружие бросай. Я как оружие бросал был, уже я упал. Встал, говорит, ты кто, от какой полк? Я сказал, 6-й танк, я, 4-й рота штурмовая, у меня позывной Абдулла. Вот такой, короче, все обычно мне взяли. Я себе чувствую хорошо, отношением по всякие это. Не, я так не понял. Ты пошел в посадку, куда тебя послали. Да. Оказалось, что в этой посадке наши, да, которые начали по тебе стрелять, да. Но фонарем тебя просто не убили, потому что в броню попало, да? Да. Оба 2 пуля, которые... А что ты не отстреливался? Я ответ никого не видел, ничего. Как говорят, шок состояние или что, сразу неожиданно, когда на тебя стреляет, уже так просто я лежал, ничего лишнего движения не делал. Ты не думал там попытаться отстреляться? Не, я даже не думал об этом, потому что варианта не было. А друзья твои что не пришли? Друзья даже, я же говорю, это сзади меня, которые они 2 еще были. Они были россиянами или тоже? Да, россияне. Походу они поняли, кого можно отослать на разведку. Кого не жалко, да? Вот считая от 14 числа я в плену. Вот до сих пор здесь стою. И что, тебя взяли в плен? Что тебе сказали? Меня ничего лишнего, плохого, ничего не сказали. Просто допросили, чтобы я... Да ты так говоришь, будут говорить и писать, что тебя заставили, так сказать. Не, тебя он берет в плен. Меня взял там леща дал, может, там ударил как-то. Не, меня взял плен, ничего не делал там. Меня просто осмотр был. На моем броне был граната, 3 граната снимал. Мне самому потом сказал, шлем снимай, броня снимай. Я все снимал, говорит, лежи.
до эвакуации лежи. Я лежал лежа, там руку там сзади голову лежал. Эвакуация пришел, меня осмотр делал, говорит, твои документы, что есть в кармане. Я все вытащил, отдал. Мне взяли руку, там закрыли, взяли, там возили, ну, куда-то, я не знаю. Меня заново опять допросили, ты кто, откуда, от какой пол. Ну, понятно, тебе все. Ты штурмовой. Вот после этого мне никто не трогал, никто не убивал, никто Так ничего. а что тебя там, ну, задували куда-то или что-то, пену? Не, ничего лишнего не было. Просто как человек допросили, чтобы ты, например, кто, откуда. Ну ты не родом. испугался, что тебя убьют, сейчас расстреляют? У меня после этой стрельбы, которые меня стреляли, уже я чувствовал себя смертом. Уже я это время, уже я чувствовал, уже я... Ну долго, точнее быстро тебя эвакуировали? Ну, в течение 20 минут. Да, так быстро, ничего себе. Ну, если так считаем, значит я ближе был к этому. Позиция, там, украинская позиция, я ближе был. Вот меня быстро забрали, эвакуацию делали, вот допросили, что, как, чего, все, после этого вот я здесь, у меня ранение, только рука. Ну тебе оказали медпомощь? Медпомощь в первую очередь отказали, Что там ты, смотрели. накормили, напоили? Накормили, все. Ты просто не выглядишь как человек, который там воевал, ты не грязный особо, не побитый, ничего. Я же говорю, я 2 дня, ну, 1,5 дня, который я перекид был, никого не стрелял, никого не встречал, никого, чтобы это, я оружие держал на его лицо или на что-то, я вообще не видел и ничего не делал. Ну ты был готов, если что, типа там оборону держать, отбиваться от ЗСУшников? У меня просто приказ был, по рации приказ был, эту точку держи оборону. Все пока. Чтобы кто-то придет, убивай, сколько сможешь, держи по силу. Мне такое это дополнительное указание не было. Мне просто было указание, чтобы иди эту точку, держи оборону, все. Да ты... А ты что, ты знал вообще, что происходит в Украине? Какая ситуация там, война, в Украине? не война? Я, если честно, я эту причину войны, которая между Украиной и Россией идет, я одну понял того времени, когда первый день уже попал в плену. Я это понял, чтобы Россия просто воюет против Украины и на чужие земли. Украинцы, которые они сами стали свою землю защищать, свою родину защищать. Ну ты же знаешь, что, извини, перебью, ты знаешь, что Россия напала на Чечню, например, в 90-х? Ну, у меня самому год рождения 95-й, я того году не был, не знаю. Ну ты же знаешь же, что война была. По фильму видел, чтобы он напал на Чечню, что-то терроризм или что-то другое. Ну ты знаешь элементарно, кто такой был Басаев, Джохар Тудаев? Нет. Нет? Ну типа, ну чеченцы, ты не знаешь этого момента, почему там Россия воевала Чечней, да, почему чеченцы хотели независимую Ичкерию, а Россия была против, да? Я про эти истории не знаю, я просто один фильм про это смотрел. Верхние ворота или нижние ворота фильм называется. Ну, я там видел, чтобы они типа чисто против Чечни воюют, типа Чечня терроризм, и они хотят от терроризма. Ну, типа... понятно. А за Грузия, знаешь, почему Грузия оккупирована часть? 15% Грузии оккупирована. Территория. Ну, знаешь, Абхазия, Осетия. Я же говорю, я вообще про эти истории Россия и вокруг его соседей, я не знаю, не очень знаком. Ну, что ты когда жил в Москве, ты же это ж более такой социально активно политический город. Там не. вообще Я вот от 18 году нахожусь на территории России. Ты как нелегальный там находился? Не, я легально ходил, у меня официальный постоянный документ был, патент, разрешение на работе, регистрация, все постоянный был.
У меня лично это мое мнение, я говорю, у меня никаких лишних, это, чтобы особо отношений плохой с каком-то нацией был, не был вообще. Я, в общем, с любой нацией работал, с украинцем, хоть с россиянами, понятно, со да. всяким этим. У меня лишних отношений нету, чтобы лично я задеваю честь какой-то достойную нацию. Ну, тебе сейчас объяснили, что Россия делает в Украине, что украинцы, ну, типа, почему не проигрывают, держимся. Я просто так понял, чтобы вот незаконно, типа незаконно Россия начал против Украины воевать, чтобы типа хочет в каком-то году было официально эту землю по территории, по границу, чтобы отдать Украину, чтобы считает страна Украина, хочет это забрать, типа в 2014 году, да, Ну, типа да. какой-то конфликт, чтобы нацизм, они убивают, режут детей туда-сюда. У нас таких это было, чтобы они нацизме, бандеры, они не хотят, не хотят увидеть русские убивают. Ну вот ты ж, когда в России жил, в Москве, ты ощущал себя, как это, к тебе какое-то предвзятое отношение? У меня ко мне лично никаких плохих отношений не было вообще ни против от России, ни против от других наций. Ну, нашу Рашу смотрел, ты как раз в Челябинске сидел. Как тебе сказать, наша Раша, это все телевидение. Ну, понятно, Ну, телевидение, ирония, которые, да, посторонняя. они могут что сказать, они могут что делать. Это сейчас время такое стало, чтобы кто хочет, что скажет на этой телевидении против какой-то нации, а это каждый сам себе отвечает на свою эти поступок. Я не знаю, это от какой их ума работает, чтобы унизить какую-то нацию или за какой-то человек. Вот, да, база это, как говорят, я не буду скрывать, чтобы россияне нас ничего не говорят. Как мы приезжаем в Россию, типа, вы уборщики, вы чурки, вы эти туда-сюда, которые мы работаем. Я еще что спросил, ты же понимаешь, почему даже тут, в Украине, на передке, два россиянина отослали тебя, не россиянина, проверять, есть ли там ЗСУшники или нет. Ну, они ж, ну, типа... Я хочу просто зато сказать, что ты же все равно так или иначе понимаешь, как, типа, к вам, у вас же страна тоже Таджикистан, да? Ну, типа, она же там не цветет и пахнет. У вас там президент, он же тоже там какой-то с кукухой, как я помню. Ну, я тоже лишний, который про свою эти, как говорят, правительство страна не имею. Да, я знаю у вас, да, я знаю это. Ну, в том плане, что у вас же страна объективно не процветающая. Ну, грубо говоря, там не Казахстан какой-то. Хоть у вас там с Казахстаном, я знаю, тоже терки есть. Ну, у нас, как сказать, вот у меня по возрасту 29 лет, я живу, вот до сих пор, например, жив, до сегодняшнего дня. У меня лишний конфликт со своей страной не был. Я там у себя страна служил, там пограничником в 16 году, по 18 году 2 года служил. Ничего плохого не видел, ну, от своей страны. Так у вас что там какие-то? У вас вы находитесь между Россией, 4 да, 4 Узбекистан, да. У нас соседние границы есть Узбекистан, Афганистан, Китай, Киргизия. Да. На Киргиз, да. Ну, типа, у вас там такие все, что вам китайцы ж к вам не пойдут 100%. Это ж, ну, типа, понятно, что такое. Ну, у нас это чисто от Таджикистана можно без виза ходить, ехать, а сейчас не знаю, может вот в 23-м году, в 24-м году какой закон против какой страны можно без виза летать. Я не в курсе, пока не был связан, ничего, я не знаю. До этого момента был только разрешено внутрь Узбекистан без виза, Ну, да, Россия, Киргизия, Казахстан. Например, я думаю, Белоруссия тоже был. А как ты думаешь, Россия захочет тебя поменять? Я не знаю, Кирилл, проверь телефон. Я ничего не могу сказать по поводу обмена, кто хочет меня поменять. Но если они тебя поменяют и скажут, давай на второй круг
поехал. Я на второй круг, я не буду, я не готов. Я не буду против никого не буду. Ну ты же воевать. контракт подписал, они скажут, вот у тебя еще там 5 месяцев, условно говоря, смотря когда тебя поменяют, если не захотят. Ну я говорю, хотите мне посадить в тюрьму, я не пойду это. Че? Денег заработать. Я не буду, мне копейки даже не нужен, даже это деньги, копейки мне не нужен, просто хочу. Ну, по факту, из всей группы, которая вас там ехала штурмовать, выжил, ну, походу только ты. Ну, еще он тот твой друг, который тебя Я не кинул. знаю, они живы, не живы, но до моего время, как я в плен попал, они были живы. Не, ну те же раненые, которые там остались где-то на перекрестке. Они умерли. Ну да. Они завтрашнего дня уже не были на Ну да. связи. Они ночью по ним работали. Наши арта, ну, российские Да арта даже и если раненый украинские человек в такую погоду зимой на улице, ну это ж... Ну, сам думай, потолок, если еда есть, медицина есть, если он сколько? сам себе сможет, потолок 3 дня ну, могут он мол, выжить. потолок, это максимум. Максимум, все. Ну. Если до 3 дня эвакуации нету, он А сам как ты себе- вообще оценишь российскую армию и командование? Лучше, чем в Таджикистане? По моим точке зрения, по поводу Таджикистана я не буду... Ну, понятно. Ну, имеется в виду, ты же как служил хоть я минимально. Я как сам Ага. уже видел по своим глазам, что тут происходит. Я чисто считаю, чисто мясорубка. Ну, вас же тренировали 2 недели. Тренировали, все обучали, все объяснили, что, как, чего, оружие, как можно использовать, как штурмовать, как это делать, как то делать. Но все равно мясорубка. Чё, ну, Выжит 0%. ну, ты же выжил. Ну, тебе повезло. Ты 3 пули получил, и одна только в руку залетела. Все Да. остальное в броню попало. Да. М. Вот я столько могу сказать. А трупы видел в посадках? Это? Да, много, очень много я труп видел. М. От разных, ну, как говорят, разделений или... Ну, подразделения Да. да, разные. Я там. разные люди видел, труп И что, они очень просто там много, лежат? ранений очень много, вообще эвакуация нету, не работает, ничего, даже рация нормально не работает. А медицину вам показывали, как себя там спасать? Медицину, да, нам показали, как надо Аптечку, жгутовать, да. как надо это, ну, укол использовать, как что, это все нам показали, но все равно, я же говорю, ход медицины у тебя цели аптека, ты с таким ранением, с таким погодом, потолок может выживешь без эвакуации, без помощи лишней, ты потолок можешь 3 дня выдержать. Ну да. Не, ну это понятно, что ранение и все остальное. А в этот много было, ну, грубо говоря, зэков с тобой или там были солянка просто? Со мной Ну, все, в кто этом, попало. вот я на 6-м танке был 4-й рота, 3-й взвод. Со мной на этом 3-й взвод 5 зэк был. М. Со мной. И как к вам отношение было? У нас отношения, ну, бешники. Считай, бешники ты. Мгм. Ну, это твое имя уже на этот батальон, уже бешники. Когда, например, что-то надо, на рацию выходит, скажи, бешники собирайте, бешники это делайте, бешники. Ну, типа это». как это, да, типа... Ну, лишний уже. лишний, типа. да. Отношения, ну, по взводам, по всяким взводам хорошо был. Ну, пацаны, те, кто от воля был, подписал были контракт. Ну, по поводу... Не, ну понятно, что между собой рядовые вы нормально Да, с друг другом, да. потому что от вас, А от друг с- друга зависит жизнь. Да. А С командиры, командиром не очень так отношения нормальные. он же тоже понимает, что вы сегодня есть, завтра вас нет. Ну, Что с вами дружить? А вам, кстати, за корейцев что-то говорили, знаете? за корейцем? Корейцев, Северной Кореи. Где они? Ну, типа, вот Россия их сейчас будет, этот, как сказать, подтянула тоже воевать в Украину. Не, Нет, еще не видели? я не слышал, даже не видел их Ну, вообще. прикинь, как сейчас круто будет, что этот Таджикистан вместе с Северной Кореей воюет в Украине на стороне России. Я, если есть так возможно, можно я скажу свою братья, которые мы, алхамду, мусульмане, таджики, узбеки,
там киргизы, казаки, хоть какой-то мусульманин, это чисто мое мнение, не подписывайте контракт на СВО. Хотите просто жить и просто какой-то деньги получить, ровно месяц выжить, подпишите контракт. Если нет, не вздумайте. В тюрьме, если ты сидишь, хоть 20 лет сиди в тюрьме, не подпиши контракта. Ты хочешь Не ошибайся. на родном языке скажи, мы это потом вырежем. Этот, все уже. Чеченский друг тоже самое говорил. ну, И сам вызвался. Сказал тоже своим братьям, этим мусульманам. просто ты же понимаешь, что там кадыровцы, Путина режим, они же вас используют как людей типа второго сорта, чтобы вас типа сюда отправлять, вас не жалко. Вот. Они же понимают, Может быть, потому что как ну я... кому ты пожалуйся, что российский командир в оккупированном Донбассе, ну Донбасс, Донецк и территория в Украине, российский командир к таджику плохо относится. Кому ты пожалуйся? Ну, типа, что им Я что-то- не только таджикам, я как видел уже первый день, как нас отправили на боевую задачу, я уже это отношение увидел, чтобы всему, если честно, плевать уже на это боевой задача, кто куда попадет, кто что ранение получает, кто умирает, кто не умирает. Уже всему как-то сказать уже без разницы стал. Ты возвращаешь, ты не возвращаешь, ты там умираешь, тебе кто-то спасет, не спасет. Ну ты же понимаешь, что тебе настолько сильно повезло, что в тебя стрельнули 3 пули и ну, тебе не попали так, что в руку одна только, да, по касательной. Потому что ну, я не знаю, твои друзья, там, кто с тобой были, друзья, не друзья, дроны споймали и погибли сразу, да, там где-то замерзли, сейчас будут лежать. А ты просто поймал 3 пули и фонарем получил в плен. Сейчас ты поедешь там на лагеря дальше, будешь там ждать обмена, будешь ждать в теплых условиях, пока тебя поменяют. И ну, там понятно, что вопрос это будет потом дальше к тебе, и когда тебя поменяют все-таки, поедешь ты снова сюда, потому что твоя жена. Я не буду. Ну это ты же говоришь, я не буду, ты должен понимать, что ты сидишь тут, и ты пока тут, ну типа, мы же тебе не, ну как, негатив не то, что Если меня заново хотят отправить на передок, я сразу бросаю все оружие, все это и сдамся. Пойдешь по второму кругу? Да. А? Сдамся и против их буду, если честно. Не, но вопрос в том, что ты же понимаешь, что у тебя семья. Я семья понимаю, пусть Аллах нас простит, извините за это. Уже я первая ошибка, который чисто какое отношение был, ну, против нас, когда нас отправили передок. Я после этого уже понял, чтобы я, вот, например, как тебе сказать, ты прекрасно знаешь, сейчас ты туда пойдешь, умираешь, тебе назад возврат нету, ты пойдешь эту дорогу второй раз. Не, ну я военнослужащий, мы Не, если, например... Не, это как в вашем случае, это понятно, что лучше сразу сдаться. Потому что вы ж, ну, типа, вас они отсылают просто в один конец. А вам же они говорят, что вот тут вот тут посадка, да? Да. И вам надо дойти до сюда, а не дойдете, вместо вас следующее пойдет. Да. Я не знаю, знаешь ты не знаешь, ну до тебя тут же, ну типа ты ж, я не знаю, слышал ты не слышал, сколько потерь российской армии в Украине? Я общее по числу не знаю, сколько потерь, а как я по своим глазам видел, как по пленам здесь встречал, как пацаны сказали, чтобы их группа, как встречали, например. Ну, считай общий, вот я 14-15 числа, например. Я здесь, вот сегодня 29, да? Сегодня 29 числа, считай на течение столько дней, может меньше это столько дней, 500-600 человек уже бойцов минус есть, а 3-4 эти полка. Ну, чтобы ты понимал, Украина по
официальным украинским данным, которые там иностранцы подтверждают, иностранная разведка, 700 тысяч убитыми-тяжело ранеными. Имеются в виду те, которые не БЗ, не боездать, те, которые не вернутся в строй. Это БГ. БГ, да. Не боеготовность. Не боеготовность. Вот по украинским данным 700 тысяч россиян, ну типа и кто сюда все приходят в Украину, умерли или были тяжело очень ранены, это оторванные руки, ну все, которые все инвалиды. 200 Да, 200 и очень тяжело 300. Это вот 700 тысяч по нашим данным. Можно заканчивать. 700 тысяч? Да. Ну ты, чтобы ты понимал, по плюс-минус по нашим данным, то, что Украина дает каждый день, где-то 1000-1500 человек, а Россия каждый день теряет ну, не на Донбассе, 300. да, а вообще, где война идет. Это каждый день, ну, типа... Если честно, я 2-3 раза на канал РЕН-ТВ есть, в российском телевидении есть. Я смотрел, ну, новости интересно смотрел, чтобы вот линия, ДНР линия, Курская линия, что там другой. Украина потеря с сегодняшнего дня 1000 с чем-то, или 500 солдат, или 10 техника, или что-то другое. Я думал, если вот Украина население не очень так много, как сколько у ты России. знаешь? Да, не, я Ну, честно где-то не знаю. 37-38 миллионов людей у нас. Ну, сейчас много очень выехало за границу из-за войны. Ну, там, где-то 30 будет миллионов. Ну, я сам по себе так думал, если у населения Украины не очень так много, откуда ему, например, столько там военнослужащих, чтобы каждый день у Украины больше 1000 человек. Там мы бы уже потеря закончились есть. давно. Ну, он уже воюет, уже более 2 года уже воюет против страны, которая может по равнению по всему миру, короче, есть. Говорю, как так можно? Я сам по себе один раз так думал. Неужели, как я уже по своим глазам видел, действительно, кто, откуда, чего потеря есть, это счет наоборот может будет. Не, ну, там, понятно, в украинской армии чего греха таить, проблем хватает, потому что мы, как и вот Таджикистан, постсоветская страна, и у нас, ну, есть проблемы, но у нас... Там, например, ну как тебе сказать, я, например, уверен, что если я получу ранение, я уверен, что за мной пришлют не то, что эвакуацию, а будет спецоперация, чтобы меня эвакуировать и спасти, даже если я буду тяжелый 300-й. Так само мои друзья будут уверены, что если они уверены, что если они получат ранение, так же самое, даже их труп мы будем пытаться вытащить, по тело погибшее. Ну, я, конечно, вешу, падла, 110 килограмм, мне будет тяжело вытащить. Но у нас отношение другое. Мы, если бы теряли каждый день по 1000 человек в день, как теряет реально Россия, ну, ты можешь просто сравнить, посчитать, что вы ехали там до 10 человек, да, ну, Да. типа Ну, 2 группы, считай, 12 ну, человек. 12, 2 и водителя. осталось вас сколько, по факту? 2. 2. И таких, как вы, штурмов в день, ну, можешь посчитать, там, берем минимум, самый минимум, это вот 100 штурмов таких ежедневно происходит, да, ну, это самый-самый минимум мы берем, если умножить там 100 на 8, да, что там на 10, да, это вот будет как раз там 800-1000 человек ранеными и убитыми. Ну, мы понимаем все прекрасно, что в день происходит больше, чем у вас 100 таких штурмов. Я могу поспорить, что на вашем направлении, там, где ты ехал, одновременно с вами еще в 3-4 посадках рядом такие же, как вы ехали. На машинах просто так же, может, не доехали, Может, або пешком, кто-то доехал. может, Ну, да, да. может, кто-то пешком. И в день, ну, типа, очень много погибает. Ну, вот если из дронов, я не знаю, будет возможность как-то просто будешь дома или там, когда Ну, посмотришь видео. от дрон я как видел по своим глазам, от дрон можно выжить только чудеса. Конечно. Чудеса, если происходит, ты можешь выжить без ранений от дрома. Если чудеса к тебе не приходит тот день, ты того минут, того время либо умрешь, либо 300 и тяжелый получишь. Мгм. Ну, дрон тут, понятно, украинские военные еще очень хорошо научились их использовать. И у нас, чтобы ты понимал,
как бы это ни парадоксально звучало, но у нас дронов не хватает на количество людей, которые Россия отправляет сюда умирать. Ну, потому что такое большое количество людей, которые Россия, как тебя, отправляет сюда умирать на мясо, в прямом смысле, у нас просто дронов столько не хватает, что у вас это... Ну, просто тут большой вопрос, потому что вы сюда все едете, там, кто деньги за... Ну, понятно, что ты за свободу ехал, и понятно, что ты там политикой особо не интересовался, потому что ты больше такой суто-работяга. Ты же в Москве, я могу поспорить, с утра до вечера работал, да? Да. Спал, работал, так кажется, ну, ты же Ну, мигрант. считай, целую неделю ты 6 дней, 12 Да часов каждый день работаешь, за неделю 1 день выходной. Угу. Я понимаю. Ладно, будем заканчивать. Может, что-то хочешь, а? Может, что-то хочешь последнее там? Он говорил. Да. Ну, вообще, что Единственное, хочу желать всему, короче, те, кто хочет на СВО служить, контракт подписать. Вот это я тоже ради своей свободы хотел бы, подписал. Вот мой это, ситуация. Чисто меня трубка хочет умирать, подпиши контракт. Если не хочешь умирать и хочешь ты рядом семья, рядом своих родных, близких жить, не ошибайтесь, это глубоко думайте по всю жизнь, не подписывайте контракт. А как у мусульман называется боец, который в бою попал, умер? У вас уже есть типа там рая, вайха? Не, у нас на таких война, которая идет, у нас не считается никаких это. Не, ну у вас когда мусульманин в бою погибает. Война. Не, у нас я знаю, священная война. Ну, когда священная. Шахид. Да. Шахид у нас. Да и шахиды летят в Украину. Ты, кстати, будешь в колонии сидеть, ты знаешь, что такое шахеда. Ну. Без света, без воды. Будешь сидеть и благодарить Россию за то, что постоянно будет взрываться где-то. И каждый день сирийские шахиды будут лететь. Не сирийские, а иранские. Иранские. Которые делают Россию. Все, лайк, подписывайтесь. Да. Все, всем спасибо, друзья. Пишите, что думаете. Распространяйте.